Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Я в последние несколько месяцев абсолютно забросила раскраски по номерам. Мне никак не хотелось в них раскрашивать, даже вот в таких, о которых я когда-то очень-очень мечтала. Ну вот потеряла я к ним совершенно интерес, но в этом месяце я решила, что хотя бы одну нужно задействовать. И выбрала как раз-таки животные от издательства «Клевер». Оказалось, что когда они у меня появились, мы с Оксаной, ну, по-моему, Оксана вот именно этой нет, но мы во многих все запланировали, там делать, я себе здесь все расписала, в какой чего месяц, но потом забросила. Извините, у меня ушастик тут рядышком шумит. Ну вот, и решила пораскрашивать, как раз открыла. У меня была запланирована на этот месяц 29-я страничка. Вот. Поэтому буду раскрашивать. Выбрала для себя вот фломастеры от Икеи плюс штабила и еще какие-то в магазине «Фамилия», которые покупала. Ну, в принципе, я давно не пользовалась фломастерами. Я не знаю, в каком они состоянии. Буду все пробовать. Возможно, что-то заменю. Сейчас я, наверное, за кадром обведу по контуру, как всегда, и потом буду раскрашивать на камеру, чтобы было более-менее аккуратно. Так, я немножко обвела контур, ну, буквально самую малость, и сейчас приступлю. Я потом покажу, что буду раскрашивать еще сегодня, ну и тоже пораскрашиваю на камеру. Вот. Так-то я уже как-то стараюсь сейчас один влог, одна раскраска, но вот по номерам это такое сейчас для меня не основное, поэтому я вот задействую в месяц одну раскраску. Если я, допустим, там, может быть, даже, мало ли, я сейчас так втянусь, сяду залпом, все раскрашу за один день, да, пойму, что хочу еще пораскрашивать, тогда да, тогда я возьму какую-то еще. Но вот пока я не раскрашу здесь, я точно не возьмусь за другую раскраску по номерам. Это точно. Потому как я не хочу потом через силу все это доделывать, и уж тем более я не хочу все это забрасывать, потому что вот у меня так получилось с кошками, где эти круги. У меня там так она и не доделана. И еще, как там, ванильные сны, или что там по номерам, такая большущая. Вот там тоже гуашью я начала и не доделала. Поэтому, да. Я сейчас в этом плане лучше буду поаккуратнее. Потом наверняка у меня поменяется настроение, и я буду по многу раскрашивать по номерам. Но я знаю, это не только у меня. На то у нас и много раскрасок, чтобы... И на то это наше хобби, чтобы получать удовольствие от процесса и делать то, что мы хотим, а как бы не ставить себя в какие-то жесткие рамки. Когда я снимала планы на месяц, ну, вообще большую часть времени меня это очень радовало и очень мотивировало, но потом я поняла, что я себя очень сильно загнала. Вот этот штабила, по-моему, еще из старого набора, хотя не знаю, может быть, и не из старого, а из нового, но я уже основательно им так раскрашиваю все равно.
Так, 4 это розовый. Вот всегда возмущаюсь, что вот этот номер 1, допустим, белый, они проставляют и здесь номер, и здесь номера, хотя раскрашивать-то не требуется. Меня, конечно, это очень напрягает, вызывает путаницу. Ну, наверное, надо сюда бумажку класть с номером 1. Потому что так я все по порядку положила, ну и чтобы как бы не путаться. В общем, начала, сейчас даже пенал у меня теперь освободился, получается. Надо все разложить, как я делала это раньше, и тогда будет хорошо. Пусть лежит, буду раскрашивать. Периодически, вон, может, на кухню положу. Обычно там дело быстро идет, за всякими делами. А на кухне как-то много времени провожу. Этот цвет, конечно, очень классный. Ну, в принципе, знаете, если закончится, когда откроется Икея, ну да куплю. Не откроется, в общем, абсолютно не страшно. Даже как-то не переживаю по этому поводу. Найдем другие фломастеры. Кстати, вот что меня немножко расстраивает, это то, что из Ашана пропали карандаши марки «Каждый день» или вот Ашан с птичкой. Ну, имеется в виду вот эти вот, которые мне так нравятся. Хорошо, что в свое время я запаслась ими в большом количестве. Хорошо, что они долго сохраняют свои пишущие, раскрашивательные свойства. Это прям очень радует. Вот. Они прям реально качественные. Но сейчас я не вижу, я уже давно не видела наборов 24 цвета, это у них максималка. А потом перестала видеть и 12 цветов, и 6 цветов, и сейчас их нет в принципе. Уж в чем причина, непонятно. Но опять же, мне еще повезло, когда вся эта ерунда началась в Ашане с фломастерами. Я в фамилии приобрела по мега выгодным ценам вот эти, еще какие-то фломастеры. Так что запас, как вы видите, у меня вот здесь вот просто огромный. А что-то ж еще и в наборах лежит, по-моему, не разобранное. Мне так кажется. Может, нет. Ну, короче, я и не так часто всем этим сейчас пользуюсь. Поэтому, ладно, не переживаю. Вот. Ну, здесь, конечно, лучше и аккуратнее, если каждый фрагмент, как я раньше делала, вот прям, допустим, да, выделяешь там вот 9, и потом каждый вот этот вот обводишь, и получается гораздо лучше. Ну, я, скорее всего, и здесь буду так делать, наверное. Кстати, достала свой пенал, но, в принципе, я здесь еще, как видите, ничего не разбирала. Это даже, знаете, что я не разбирала? А вообще надо бы разобрать. Это ж я раскрашивала в цветовом квесте города когда-то одну иллюстрацию, и по итогам я все это дело забросила. Вот. И тоже возвращаться пока к ней не планирую. Поэтому даже без сожаления, без какого-то, все это разбираю, все и брашпены верну на свои места. Вот.
А это у меня будет уже сейчас нормально действующий пенал. Так, ну и взяла я «Магический дом» Ханны Карлсон и выбрала вот эту иллюстрацию. Давно на нее смотрю, она мне нравится. Так что сейчас я буду раскрашивать. Начну по традиции, я думаю, вы уже догадались. По традиции начну с Мэджика, который просто тут у меня тает на глазах. Вот этот вот из Фикса мой самый-самый любименький. Вот, а в Фикс Прайсе редиски, которые не хотят, видимо, выпускать что-то, перевыпускать их почему-то. Вот. Я хочу, чтобы домик был таким каким-то стандартным, да. Потому что Magic реально вот преображает иллюстрацию. Потом я, как всегда, возьму Берлинга двухцветный и уже вот везде по краям пройдусь, как водится, потому что здесь все-таки стержень толстый. Ну и, соответственно, где-то я оставляю белые вот эти пространства, которые нужно будет обязательно заполнить. Вот у меня тут рядышком ушастик сопит. Так сладко уснул. Я сегодня тоже очень поздно встала. Сначала я, вернее, проснулась рано. И я могла, конечно, встать, но меня по многим причинам не устраивает сейчас вставать рано. Поэтому я долежала, скажем так. Видео я снимаю заранее, я уже рассказывала, что мне и раньше всегда было так удобнее. Вот. И сейчас особенно будет удобно. Поэтому я снимаю заранее, чтобы у вас было что посмотреть. И чтобы у меня уже были работы начаты. Соответственно, я буду обязана их доделать. Здесь, несмотря на то, что тоненькие вот эти дощечки, я все-таки сначала пройдусь вот этим мэджиком, а уже потом доделаю тоненьким, потому что все же вот такую текстуру нужную в основном дает все равно вот этот вот трехцветный за счет своей толщины грифеля, стержня. И, в общем, да. Потом лучше я вот пройдусь дополнительно. Конечно, лишняя работа, но зато мне больше нравится получившийся эффект. Здесь уж, хотя здесь, наверное, знаете, тоже так, это хотя бы слегка, а потом уже доделаю вот этой вот всей. Вот тут. Тут, наверное, тоже надо вот аккуратненько пройтись и потом тоненьким. Ну, просто, правда, эффект получается значительно лучше. Теперь я возьму потолще, это Magic, как вы знаете, Kohinoor, и раскрашу вот тут. Они, видите, по оттенкам все равно немножко отличаются, и это к лучшему. Вот, потом также тем тоненьким я доделаю.
Все, надо еще найти время сделать обложку для раскрасок. Я как-то раньше всегда сразу делала, но что-то у меня сейчас совершенно не было никакого желания этим заниматься. Так, что бы можно тут еще такого сделать? Я вот думаю, что деревья, наверное, нужно задействовать монделузы, скорее всего. Эти самые акварельные возьму по традиции набор маленький, так как в нем все нужные основные цвета присутствуют. И пройдусь. Давайте я отсюда начну. Не знаю, надеюсь, ничего протекать не будет, но я постараюсь как бы воду-то не лить сильно. Поэкспериментирую. Если что, я могу еще сверху пройтись зеленым мэджиком. И так тоже можно. Может, я так и сделаю. В общем, сейчас это такой первый слой. То, что вы видите, потом я все буду доделывать за кадром, конечно же. Вот я здесь, где вроде как намек на затемнение, плюс контур обвожу. Вот. Ну, как-то так примерно. Вот. Просто чудо. Вот здесь еще надо. Правда, вот у меня май такой месяц, когда красила совсем-совсем мало, и, знаете, вот очень, честно говоря, соскучилась. Немножко здесь. И вот здесь. Так, наверное, я вот здесь тоже закрашу. Но здесь будет, наверное, преобладать вот этот вот темный цвет больше. Попробую, по крайней мере. Не знаю, что получится из этого. Хотя, мне кажется, я же здесь монделузу уже где-то использовала, или в той раскраске, в зелененькой. Что-то я уже запуталась, где что я использовала. Вот. Сейчас я пойду налью чистой водички, а то у меня тут я как раз снимала видео, раскрашивала, там доделывала всякие моменты, и, соответственно, вот вода грязная.
Вот моя совушка. Сейчас возьму кисточку. Кисточку взяла другую, потому что своей самой любимой я сегодня раскрашивала, и я не вижу, где она у меня лежит. Ладно, потом найду, но она где-то здесь. Давайте приступим. Так, сейчас я к вам чуть-чуть поближе. Я сначала смотрела на эту иллюстрацию, она вроде простенькая, но потом я подумала, что здесь, наверное, придется делать фон гуашью, и я поняла, что... Да и какая-то она такая несюжетная. Короче, решила я это дело оставить. А вот эта кисточка из магазина «Лента». Ну да. Вот у нас сейчас в Москве активно ленты открываются, но практически все такие бесполезные, потому что они маленькие, и там в основном только продукты, косметика, бытовая химия, ну, в общем, такие магазины. Канцелярии как таковой немного. Может быть, ситуация изменится в сезон, не знаю. Нет, ну, понятно, что, наверное, есть гипермаркеты у нас, но у меня вот, например, в районе огромное количество всяких магазинов, но вот, да, но гипермаркетов у нас здесь нет. Впрочем, например, вот Ашан-Сити, да, им же не мешает это наполнять магазин канцелярии, поэтому с лентой что-то странное. Мне непонятно, что им мешает. Вот, получается, кстати, по цвету очень даже, смотрите-ка, неплохо такие переходы. Я сейчас покажу поближе. Сейчас только доделаю. Я здесь еще планирую использовать Берлинго металлик. Там на крышу, на дверь. Обязательно. Ну вот, знаете, по номерам начала раскрашивать, но, видимо, я еще не до конца соскучилась. То есть я доделаю эту иллюстрацию, ну вот, по номерам. Но пока я понимаю, что не соскучилась я настолько, чтобы вернуться основательно к раскрашиванию номерных этих самых. Как-то не очень. Ну вот смотрите, как получается. Вполне неплохо. Может быть, еще стоит немножко размыть. А может стоит... Не, ну здесь уже не размоется. Монделузы, да, имеют такое свойство. Нужно нанести карандаш, сразу обязательно размыть, и все, как бы. Пара-тройка секунд, и уже с места ничего не сдвинешь. И я уже рассказывала, что если монделузы нанести, но не размывать, то уже через час, а уж на следующий день тем более, это будет проблематично. Ну, с этой стороны вот у меня пара... Так, минутку. Вот здесь вот. Вот здесь немножко зеленые, вот здесь немножко зеленые. И вот. Ну, как раз там, где, может быть, сильно вода попала. Но, в принципе, здесь в любом случае будет зелень. Так что не критично. Я не знаю, какой будет фон. Сухая пастель, акварель. Пока не решила. Я, наверное, сейчас подожду, когда все это высохнет, и буду уже думать что-то дальше. Прежде всего доделаю вот здесь, вот как и собиралась. Может быть, что-то здесь еще просто карандашами пройдусь. Тут, наверное, точно сухая пастель.
Даже не знаю, тут видите явно такая дорожка. Делать ее, не знаю, может быть, песочек какой-нибудь или тоже травку сделать. А здесь зелень. Ну, тут уже, я думаю, по усмотрению каждого. Тут явно пройдусь еще манделузом потом. Вот я тут еще, да, наверное, чего ждать, надо сразу вот это сделать. Где что тут упущено, чтобы потом к этому не возвращаться. Угу. По мокрому тоже оказалось неплохо. Можно использовать. Ну вот. Ну, а это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, заходите в Инстаграм 3 семерки, рыжие 3 восьмерки. Благодарю вас за просмотр. Желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. И, конечно, особенно благодарю тех, кто не ленится и смотрит видео через VPN. До скорой встречи. Пока-пока.